Друзья, всем привет! Меня зовут Алекс, вы на канале «Кому что в Испании». На этом канале вы задаете ваши вопросы в комментариях, которые касаются Испании, на любые темы, которые вы не можете найти в интернете, и не надо их там искать, потому что я за вас все это сделаю, и я найду лучшего специалиста в Испании, лучшего квалифицированного специалиста, испанца, который здесь учился и который квалифицированно отвечает на ваши вопросы. Вы пишите их в комментариях, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Все счастливы. Итак, сегодня такие вопросы. Марьяна, добрый вечер. Добрый вечер. Доброго времени суток. Я хочу задать вопрос. Как можно зарегистрировать общественную организацию для помощи иммигрантам? Есть ли возможность иммигранту зарегистрировать политическую партию в Испании? И что для этого необходимо? Спасибо. Это две вопроса? Ну вот он, я так понимаю, хочет зарегистрировать общественную организацию для помощи иммигрантам. Ну и также, возможно, спрашивает, а возможно ли политическую партию? Или это, политическую партию, не думаю. Но организацию, да, возможно открыть тут, если он имеет... То есть он может открыть и просто быть собственником этой компании, но не работать, если он не имеет права на работу. Это компания. Общественные? Да. Ну, если он хочет тоже стать там администратором и работать, придется податься на ВНЖ с права на работу. Ну, он имеет право открыть, да, компанию и быть просто... Но если даже вот нет документов у него, и он общественную организацию открыл, помощи иммигрантам, помощи, там, я не знаю, животным и так далее. Да, ну, он не может регистрироваться, если он не имеет... Он хочет работать или нет? Вот в чем вопрос. Он про работу не спрашивал. Он говорит, просто организацию он может зарегистрировать. Организацию, я должен это по помощи, это будет помогать людей и... Если он это коммерческое будет или не коммерческое, там, да, я имею в виду не коммерческое, не коммерческое, и иностранцы, я должен это посмотреть. Если это он иностранцы, я не. А политическое точно нет. Политическое невозможно. То есть иммигрант не может. Ну, то есть, если у него, конечно, паспорт будет испанский, то он может в политической жизни участвовать. А если он не гражданин этой страны? Его не можно выбрать как депутат, если он не испанец, если он не имеет испанскую национальность. Он может, я не знаю, если он может открыть политическую партию, но потом он не может стать депутатом, это точно. Зачем открыть компанию? Не знаю, может быть, кто-то хочет организацию политическую создать здесь, да, и продвигать испанца какого-нибудь, вкладывать в него деньги и продвигать с нуля своего испанца на должности политические. Это я так это. Окей, ну для этого не надо партии, можно под другим образом это делать, я думаю. Здравствуйте. Родителям срочно нужно купить лекарства. И нужно очень быстро отправить деньги в Украину. Очень нужно, чтобы наличными было удобно забирать. Что можете посоветовать? Он хочет покупать это лекарство и отправить в Украину? Да. Ну, и это можно делать, посылку, почему нет? Лекарства, говорят, нельзя посылать почтой. Ну, зависит от лекарств, ну, какие лекарства. Не все, но некоторые лекарства, я думаю, возможно. Зависит какую. Это надо документ от врача для лекарств, он имеет в виду. Вообще не очень понятно. Ну, очень нужно быстро отправить деньги. Но быстро отправить деньги наличными, чтобы там получили наличные. Деньги можно отправить, если много компаний. Это деньги. Western Union, например. Да, Western Union, Corona, можно есть разные компании. Да. Я вот отправлял Western Union, правда, они берут большую комиссию там, но они зато на почте получают. На почтовое отделение, тут, как официально государственные органы. Сначала я бы спрашивал, ваш банк в России, если можно без большой комиссии перечислить на счет сюда в Испании. А вот он говорит срочно, это долго, наверное, будет идти. Но я получаю от русских клиентов быстро перевод денег, да? на счет, да. Ну, зависит от банка тоже. Ну, надо узнать. Вы тогда узнаете, просто, возможно, какие-то банки вам скажут, что можно отсюда из какого-то банка. Сначала я бы спрашивал банк, а потом бы употребляли эти компании, которые, да, Western Union, Corona и другие, которые берут комиссию. Что происходит в Мадриде? Я живу в Барселоне, и мне нужно поехать в Мадрид на 2 дня. Я смогу попасть туда, а потом вернуться? Спасибо.
Но это вчера... Несколько дней назад, скажем так. Ну-ка, несколько дней назад там начал опять, поставили карантин в область Мадрид. И поэтому сейчас, если вы хотите там поехать, невозможно. То есть просто человек с резиденцией, все поедет, и его на въезде в Мадрид развернут? Ну да, есть контроль там. Я не могу отсюда, от Аликанте, туда поехать сейчас. Даже по работе нельзя? Но не могу. Ну так вот, не получится. А это насколько, кстати, сделали? На какое время? Я думаю, неизвестно. Это зависит от количества инфекций. А у нас здесь в Аликанте не введут, как ты думаешь? Потому что говорят, что там пол Мадрида сюда приехали, на побережье. Когда это объявили, да, но сейчас, они бегом побежали сейчас сюда. Здесь контроль не пускают. Много хотели, до этого уже успели сюда приехать. Но сейчас-то нет. Железный занавес в Испании. Так объявили об этом за несколько дней. И те, кому не надо в Мадриде на работу ходить, сразу все паковали чемоданы и приехали сюда. Да. На волю. Скажите, пожалуйста, какие расценки на перевод бумаг непосредственно в Испании у местных авторизированных переводчиков? Заверен переводчик? Да, доверенный. Обычно они берут около 30-40 евро за страницу. Да. Одинаковые, все берут одинаково. Да. Добрый день. Необходимо сменить прописку в Испании. Скажите, пожалуйста, какой порядок действий? Нужно сначала выписаться по старому адресу, а потом прописаться по новому? Или сразу идти прописываться по новому адресу, а со старого выпишут автоматом? Сразу пойти на новую, в мере, где находится новый адрес. Там автоматом просто поменяется. Автоматы они сообщают старые, что он уже не живет там. Сами чиновник будет сообщаться. Я просто хочу добавить, что вот люди ждут оседлости, чтобы не забывали, что каждые 2 года нужно прописываться заново. Потому что через 2 года это все уходит из системы, стирается. Да, они могут это отменить, да. Что вот так вот не забудьте, что такая оплошность, а то можете потом прийти, а вы здесь не прожили. Как вы докажете, что вы прожили здесь 3 года? Можно доказать это по другим образом, не только из-за прописки можно. Но это ты как адвокат знаешь. Да. Ну так тебе надо приходить тогда. Это главный документ, прописка, очень главный. Закон позволяет доказать, что ты жил в Испании по разным образом. Ну вот так, друзья, на сегодня все вопросы, на которые отвечал Марьяно. Пожалуйста, если возникли что-то, какие-то еще что-то, дополнения, пишите их в комментариях. И мы еще раз встретимся с Марьяно, и я им переадресую ему, может быть, сам что-то отвечу вам. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Всем хорошего настроения, у вас все обязательно получится. Всем пока.